Реал согласился продать защитника в серию А. Мадридский Реал принял решение о будущем 20-летнем защитнике Хакобо Рамоне на фоне слухов об интересе со стороны Кома. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сливочные согласовали условия продажи Хакобо с итальянским клубом. Рамон перейдет в состав Кома за 2,5 миллиона евро плюс бонусы. Кроме того, мадридский Реал получит 50% от последующей продажи Хакобо и получит опцию выкупа контракта защитника обратно. В прошлом сезоне Рамон провел 6 матчей в составе столичного клуба, в которых он отметился одним забитым мячом. Челси готовит очередной трансфер. Атакующий полузащитник Лейпцига Хави Симмонс открыт к переходу в Челси после того, как лондонцы контактировали с окружением игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры между клубами начнутся во вторник, 22 июля. Сделка для Челси зависит от трансферов на выход. Арсенал также интересуется Хави, но приоритетом клуба является подписание Виктора Гьокереша. Напомним, Лейпциг выкупил Симмонса у ПСЖ в январе за 50 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может достичь 80 миллионов евро. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Манчестер Юнайтед подписал Бриана Мбема из Брентфорда, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до июня 2030 года с опцией продления еще на год. Финансовые детали не разглашаются. По информации издания The Athletic, Манчестер Юнайтед заплатит за 25-летнего камерунца 65 миллионов фунтов плюс 6 миллионов бонусами. В прошлом сезоне он забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 42 встречах. Лучший бомбардир серии А покинул Аталанту. Нападающий Аталанты Матео Ретеги стал игроком Аль-Кадисии. Срок действия контракта не сообщается. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит 65 миллионов евро. Ретеги выступал за Аталанту с августа 2024 года, после перехода из Дженуа за 20,9 миллиона евро. В прошлом сезоне Матео отметился 28 голами и 9 ассистами в 49 поединках за клуб. Он стал лучшим бомбардиром серии А с 25 голами. Как мы видим, деньги победили футбол. Ливерпуль готовит трансфер вингера Реал Мадрида. Ливерпуль хочет подписать вингера Реала Родриго, сообщает АС. По данным источника, английский клуб присоединился к числу тех, которые интересуются 24-летним бразильским футболистом. В ближайшее время мерсисайдцы направят своего представителя в Испанию, чтобы тот наладил официальные контакты по вопросам возможного трансфера футболиста. Отмечается, что ранее Ливерпуль уже хотел подписать Родриго, когда команду возглавлял немецкий специалист Юрген Клопп. Ранее инсайдер Никола Скира писал, что к Родриго есть интерес со стороны клубов АПЛ, а Реал просит за бразильца 120-130 миллионов евро. Решфорд успешно прошел медосмотр в Барселоне. Нападающий МЮ Маркус Решфорд прошел медицинское обследование в тренировочном центре Барселоны перед переходом в каталонский клуб на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo. После интенсивной восстановительной подготовки в Марбелье англичанин вернулся к оптимальной форме и готов присоединиться к новой команде. В Барселоне уверяют, игрок абсолютно здоров и сможет быстро влиться в состав. Напомним, в прошлом сезоне Маркус забил 11 голов и отдал 8 передач в 41 матче за Астон Виллу и Манчестер Юнайтед. Лондонский Арсенал не может продать Зинченко. Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна, однако с его уходом есть определенные проблемы. Журналист The Telegram Сэм Дин сообщил, что канониры не заинтересованы в сотрудничестве с 28-летним футболистом, но не могут его продать из-за высокой зарплаты украинца.
Клуб хочет продать Зинченко, но сделать это очень тяжело из-за внушительной зарплаты защитника. Кроме того, он живет в Лондоне, ему здесь комфортно, здесь его семья, дети. До завершения его контракта остался всего год. Если он станет свободным агентом, то получит больше вариантов и полную свободу выбора, сообщил журналист. Челси согласовал трансфер с известным клубом Испании. Мадридский «Атлетико» продолжает активно работать на трансферном рынке после нескольких громких переходов. По информации известного инсайдера Никола Скиры, испанский клуб хочет переманить к себе игрока Челси Ренату Вейгу. Оба клуба обсудили возможный трансфер защитника и сошлись на сумме в 35 миллионов евро. Контракт Ренату с «Атлетико» будет подписан до 2030 года. Напомним, что Вейга начал сезон 2024-2025 года в составе Челси после перехода из Базеля. За английский клуб футболист провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Легенда Атлетико Мадрид переходит во Фламенго. Центральный полузащитник Атлетико Сауль Ниегес продолжит карьеру в составе Фламенго, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, 30-летний хавбэк договорился с бразильским клубом о контракте на 3,5 сезона. В среду, 23 июля, Сауль, в активе которого 19 матчей за сборную Испании, должен вылететь в Рио-де-Жанейро. Предыдущую кампанию футболист провел в аренде за Севилью, где забил 1 гол и отдал 6 передач в 26 матчах. Жоау Феликс возвращается на родину. Нападающий Челси Жоау Феликс достиг принципиальной договоренности с Бенфикой насчет перехода, сообщает инсайдер Николас Кира. Португальский клуб ведет переговоры с лондонцами, чтобы закрыть сделку. Ранее была информация, что Бенфика готова продать Анатолия Трубина, чтобы выручить средства на трансфер Феликса. Жоау является воспитанником Бенфики. В 2019 году клуб продал его в «Атлетико» за 127 миллионов евро. Челси выкупил игрока у мадридцев в 2024 за 52 миллиона евро. Контракт Феликса с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года. Президент ПСЖ идет ва-банк касательно перехода украинского защитника Ильи Забарного. ПСЖ еще далеко не упустил возможность подписать центрального защитника Борнмута Илью Забарного после отклоненного предложения в 60 миллионов евро. По информации RMC Sport, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи решил лично присоединиться к переговорному процессу. Этот фактор, а также процент от суммы трансфера бывшего нападающего парижан Юго Экитике в Ливерпуль из Айнтрахта за почти 80 миллионов евро, могут помочь ПСЖ закрыть сделку. Напомним, что англичане хотели бы получить за 22-летнего украинца 70 миллионов евро. Игрок Ман-Сити покинет клуб и перейдет в Реал Мадрид. После летних трансферов Хейзена, Александра Арнольда, Каррераса и Мастантуона на 178 миллионов евро мадридский Реал сосредоточился на главной цели – поиске полноценной замены для Тони Крооса. Как сообщает АС, клуб рассматривает вариант с Родри с Манчестер Сити или игрока с подобным игровым профилем и лидерскими качествами. Хавбэк сборной Испании недавно вернулся на поле после серьезной травмы крестообразной связки, полученной в матче против Арсенала в сентябре. Его контракт с Сити действует до 2027 года, но переговоры о продлении пока не дали результата. Это ставит горожан в уязвимое положение. Если Родри не захочет подписывать новое соглашение, клубу придется рассматривать продажу уже следующим летом, чтобы избежать его ухода на правах свободного агента. Кроме Родри, на радаре мадридцев также находятся Никола Барелла из Интера, Энцо Фернандес из Челси и Алексис МакАлистер из Ливерпуля. Впрочем, их трансфер может обойтись более чем в 100 миллионов евро, а клубы не планируют расставаться со своими ключевыми игроками.
Поэтому именно Родри является фаворитом на эту позицию для тренера мадридцев Хаби Алонсо. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.